Так, ребята, всем добрый день. Вот, сегодня решил провести прямой эфир. Вот, правда, сегодня с дома, потому что кое-какие проблемы возникли дома. И, в общем, пока в данный момент не до голубей. Не до голубей пока. Поэтому вот сегодня с дома есть несколько вопросов вот по поводу, в общем сказать, контента. То, что снимаю я, снимаю другие. В общем, хотелось бы поговорить. Поэтому как-то так вот. Сейчас я здесь включу. И начнем дальше общаться. Как-то так. По поводу роликов в интернете. Вот могу сказать, сейчас многие снимают, вот показывают. Дай Бог всем здоровья. Вот и хотел бы заострить внимание там по поводу Германа. Он молодец, дай Бог ему здоровья. Съездил, есть возможность, съездил в Баку, показал голубей. Ну и опять же вот небольшие там разногласия по поводу голубей, какие должны быть, такие, не такие. Я думаю, каждый имеет свое мнение, может высказаться, вот даже и в прямом эфире может сказать. Оставляйте свои комментарии, то, что вы думаете по поводу увиденного в городе Баку. Очень много голубятников, очень много голубей. Ну и опять же, пишите свои мнения в комментариях. Хотелось бы послушать. Я послушал мнение, выслушал и по телефону, и на WhatsApp послушал. Вот. В общем, мнения расходятся. Хорошие голуби или какие. Ну, судить не мне. Вот. Поэтому можете писать. Добрый вечер, ага. Вот человек из Баку. Вот. Оставляйте свои комментарии, ребята. Очень много хороших голубей, очень много работы проделал Герман. Но я сейчас могу сказать так, вот многие, как бы, судя по роликам, посмотрели, ну и на первый взгляд оценили голубей Баку, и как бы пришли к такому мнению, что игры практически нету. Можете сами в комментариях написать. Я в этом плане не могу судить. Я, если бы был рядом с Германом, что-то вот так вот своими глазами посмотрел, это уже другой вопрос. Ну, а так я судить не могу. Большую часть, к сожалению, к моему глубокому сожалению, Герман снимал голубей на земле. Я как бы, не знаю, я больше люблю голубей смотреть в небе. Я думаю, вот и Бог создал эту птицу, она чтобы, наверное, не на земле ходила. Поэтому, не знаю. Ну, каждый снимает, как считает нужным показать. Да, можно, конечно, голубь на земле. Его тоже можно посмотреть. Но именно за бойную птицу хотелось бы ее больше понаблюдать в небе. Как она себя ведет в небе, что она
из себя представляет. На данный момент я смотрю, вот и многие голубятники, они как бы предпочитают длительность полета. Много ребят, которые предпочитают длительность полета. Они как бы уже второстепенно относятся именно к бойным качествам голубей. Не знаю, насколько это правильно. По крайней мере, раньше голуби тоже летали. Добрый день, Вера, добрый. Вот. То, что и я не жил в Баку, я всего лишь 2 года там прослужил срочную службу и немножечко видел голубей, как люди гоняют, и по времени, и лед, именно бойные качества. Добрый вечер, Эдик. Бойные качества были намного лучше, нежели чем я увидел сейчас на видеороликах. Может, тяжело. Я понимаю, что тяжело снимать. Очень птицу в небе очень тяжело снимать. Я мог бы даже на данный момент могу выделить несколько блогеров, которые снимают голубей и снимают именно полеты, и неплохо. Это, я думаю, все знают, там, дневник голубятника Саня. Вот. Добрый вечер, Серик, добрый. Саня хорошо снимает. Он именно камерой снимает, хорошо снимает голубей в небе. Он может поймать, может показать на любой высоте. Вот. Дальше у нас идет вот Унан, Майко бойные голуби. Тоже неплохо снимает голубей. Ну, именно за тех людей, которые снимают именно гон голубей. Есть еще много, как сказать, много блогеров, которые снимают, ну, в основном рынки снимают. Просил вот ребят, вот, если что-то, там, Ирлам, привет, если есть возможность, по Краснодарскому краю и Ставрополью, в общем, есть каналы Голуби Ленинградская, ресурсы Фазенды, вот, там, что еще, Петрович, 23 Рус. Про него не хочу плохо сказать, но Петрович старается, много ездит по рынкам. Вот хотел посмотреть Краснодарский рынок, очень богатый рынок. Но, видимо, Петрович снимает для себя. Если он меня посмотрит, и я не в упрек, я никакой не конкурент вам и никому из вышеперечисленных, я не конкурент. Я снимаю в основном вот своих кур, и по возможности я снимаю вот рынок Пятигорский и Прохладный. Как бы, еще раз повторюсь, основной заработок у меня — это моя работа. Содержать свою семью я без работы не смогу. Что касается YouTube, это очень сложно там что-то на нем заработать, и прокормить голубей на доходы с YouTube я тоже не смогу. Это не то количество, чтобы на 7000 рублей, которые я смогу заработать, а может и не смогу. Мои голуби довольно-таки больше кушают, потому что вы сами видите, какое количество у меня. Хотя знаю, что надо сокращать. Вот. Ну, сократит со временем и я сокращу командировки. Ну и плюс небесный охотник мне в помощь поможет обязательно. Сейчас немножечко время придет, и октябрь-ноябрь месяц будет плодотворный. Буду, в общем, содержать Сапсана. Так, комментарии, что-то вот. Я ваши ролики смотрю. Так, у вас Сапсана много. Сентября Сапсан нету.
по поводу, Джабраил, по поводу документа, я даже не знаю, куда, ну, какие документы надо. Знаю, что ветеринарную справку это 100% надо. Какие еще сопровождающие документы, чтобы переправить куда-то, ну, можно сказать, за границу или в другое государство, я не знаю, на постсоветское пространство. Вот в Казахстан с человеком разговаривал в Пятигорске, у него через таможню какие-то вот, он забит человек в компьютере, вот, и имеет право на перевозку голубей. Сопроводительные документы это ветеринарные справки. А дальше не могу сказать. Если честно, ребята, я никогда не отправлял голубей. Отправлял вот кое-что из своих. Дальше Москвы не отправлял и не знаю. И с нашего региона, вот с Владикавказа, отправить куда-то дальше, ну, голуби могут просто не доехать, погибнут. Вот 1,5 суток они едут в автобусе, все хорошо. А туда дальше, в общем, погибают голуби. Вот в 2 пересадки куда-то отправляли дальше по России. В общем, по-моему, из 7 2 выжило, 5 умерло голубей. Я не могу сказать насчет пересылки голубей. Отсюда вот именно от нас сложновато отправить. До Москвы проблем нету. И вот как автобус идет по трассе вот М4 Дон, вот проезжающие города, вот туда можно, а так даже я не в курсе. Вот, как бы комментарии не успеваю. Здравствуйте, приветствую всех. Добрый вечер, ребята, еще раз всем добрый вечер, кто присоединился. Далее вот по поводу разногласия, по поводу классические голуби, 12-перые и многоперые. Так как я вот веду уже канал, ну, наверное, 3 года, вот там плюс-минус, вот, и люди меня как бы и знали, и на рынке кто-то и в подарок дарил. Были у меня такие голуби, но могу сказать по своему опыту, что голуби на лед очень хорошие. Они, можно сказать, долголеты, там 4-5 часов, и все это зависит от региона. За свой регион могу сказать то, что у нас мы живем как бы немножечко в яме. У нас вокруг города горы, ветра практически не бывает. Вот такой ветер, вот как видно на роликах у Германа, ну нету у нас такого ветра. И у нас физически его быть не может. Вот на данный момент у нас вот дожди. Вот сегодня вроде бы и обещали дождь. С утра пришел с работы, почистил, как он полил. И все. Вот на этом и я даже голубей не выпустил. Сидят в заперти. Ну и еще раз повторюсь, вот кое-какие вот дела вот дома. Есть небольшие проблемы. Поэтому сейчас не до голубей пока. Вот сейчас вот приехал вот и, как и обещал, вот с людьми пообщаться, поговорить на эту тему. Вот. Хорошие они голуби, нехорошие. Были у меня и с неплохой игрой, поэтому я не могу сказать, что широкохвостая птица не играет. Бой присутствует. Эрик, добрый вечер. Вот, бой присутствует. Лед, но намного вот медленней. Вот, судя по своим голубям, мне голуби, они быстро летают. Большие голуби, вот на рынках есть, даже вот смотрел я и в Кропоткине, вот раньше были чебаркульские, вот как-то еще называли. Вообще сейчас бакинская птица многое, она более крупная. Мои голуби, они, ну, они воробьи. Против вот этих голубей, они воробьи. Вот, я отвечу, ребята, на вопрос. Они воробьи, вот эти вот голуби. И именно мои голуби. И
То, что я заметил, вот все, что было 12-перое, вот мои, они как бы более-менее они выживают. Именно у нас в регионе. Но многоперые, даже вот и я и детей получал, вот у меня одна пара до сих пор есть, в маточнике, можно так сказать. От них дети не выжили, ни один. Плюс все, что мне было подарено в подарок, и плюс то, что я покупал сам лично, вот, все выбил Сапсан. Голубь, ну, просто он не в состоянии уйти от Сапсана. Не в состоянии. Я не знаю почему. Вот, может быть, повезет, но не так, как моим воробьям. Мои там падают куда по соседским огородам, как-то что-то. Я не говорю, что моих голубей не берет. У меня не Волгоград, но у меня забирает голубей. Потери очень приличные бывают. Меньше забираете теревятник, вот, особенно когда голуби наверху, меньше потерь. Если он заходит снизу там и голуби взлетают, тогда да, тогда уже потери есть. Любого голубя тетеревятник заберет. Это, я еще раз повторюсь, хитрожопый хищник, который очень мощный и хитрый. Я ни в коем случае не списываю тетеревятника. Вот, у нас его поменьше, он прилетает зимой. Вот, прилетит где-то начало декабря, конец ноября, начало декабря тетеревятник прилетит, когда жрать нечего будет. Добрый вечер, добрый. Вот, ресурсы Фазенды, Игорь. Вот, человек тоже снимает, показывает голубей. Так что и его смотрю. В общем, время есть, я все смотрю. Всех блогеров смотрю, и рынки смотрю. Но больше всего люблю голубей смотреть в небе. Если у кого-то из блогеров есть возможность, обязательно показывайте. Показывайте, как гоняют голубей. Любых голубей. Как бы они ни летали, там не надо там часовые ролики, как я иной раз снимаю. Пускай будет 15-20 минут, вот показать, может быть, игру, показать что-то. Вот это было бы, я думаю, интересно многим. Вот то, что там Герман как бы сказал, вот можно там часами сидеть смотреть. Да, я смотрю за своими голубями, часами сижу и смотрю, когда они там лазят, смотрю, кто с кем поруется, кто будет голубь, кто будет голубка. Но когда я махну удочкой, я от этого кайф больше ловлю. Я вот смотрю на них, они летают, кто на что способен. Вот и как бы зачем Бог ему дал крылья? Вот он дал крылья, вот у нас там, кто есть там, пингвин, да, страус. На них тоже приятно посмотреть. Это тоже птица, очень мощная, особенно страус с такими ногами. Если один раз приложится, можно больше никогда не подняться. Очень хорошая птица страус, но, к сожалению, не летает. Ну вот, а у нас вот голуби как-то так. Так, по поводу оспы. Так, отвечу на несколько комментариев. По поводу оспы. Чем борюсь я с оспой? Ребята, с оспой бороться как бы я не борюсь. Слава богу, у меня ее нету на данный момент. Если оспа уже пошла, борьба с ней, ну, это уже, вот как говорят вот и ветеринары, я смотрел и Шумского, я разговаривал с Никоновым, с Максимом. Если она уже пошла, это уже в крови, уже все. Есть как бы ребята, которые делают вакцину от оспы. Я ее не делаю. Вот мне вот год от года, ну, просто везет. До этого была оспа, наверное, года 3 назад или 4 изначально была оспа. Вот в этом году нету. Но на данный момент, так как вот сейчас вот я и голубей своих не снимаю, так вот короткие эти вот, буквально там на час так заехал, посмотрел. Могу сказать, что у меня сейчас есть тоже несколько заморышей. У меня появились.
у меня проблема, как и у многих вот, ну не то, что вот в Северной Осетии у нас Владикавказ, по Кавказу начинают закисать глаза. Слезится, глаз, воспаляется века, как называют, вот был вопрос, орнитоз. Вот, по поводу орнитоза, я не смог запомнить, это лекарство. Называется лекарство, блин, я забыл. В общем, продается в ветеринарных аптеках шприц. Белый и синим написано что-то мастит. В общем, этот препарат ветеринарный для коров. То есть от мастита. Вот, ну, я думаю, много тут ребят сельских знают, что вымя у коровы мастит, и его вот этим лекарством смазывают, и проходит мастит. Многие наши ребята, вот я недавно с ними разговаривал, многие наши ребята купили этот препарат, им попользовались, и, в общем, в течение 2 дней глаз проходит. Не могу, к сожалению, не могу, вот я не подготовился, значит, вот к вашим вопросам, я извиняюсь, надо было позвонить и узнать лекарство, как называется. Ну, я обязательно узнаю, если что, может быть, я вот потом в комментариях под этим роликом я потом напишу. Но знаю, что этот препарат в ветеринарных аптеках вот, для крупнорогатого скота от мастита. Вот, и очень хорошо помогает, уже как бы проверено. Вот, нашими голубятниками, вот, я у 3 знаю, вот, как бы проверено. А так вот оспа, если вот по поводу оспы, если оспа пошла, она вот водянистая и постоянно растет, вот эти вот шишечки на клюве там, не дай бог, вот на заднем проходе начинает это все, на крыльях, вот, на суставах, на ногах еще ладно. Вот, желательно, вот, раньше продавали, вот, назывался ляписный карандаш, вот, чем раньше вот выводили бородавки. Вот, можно попробовать ляписный карандаш, он сжигает, он не дает сохнуть. Или же вот, ну, йодом никто в основном не пользуется, пользуется зеленкой, она хорошо сушит. Если есть возможность, чем больше, ну, чем чаще вот эту болячку, оспу прижигать, не давать ей расти, она растет вот как гриб. Если ее постоянно сушить, она сохнет, она не растет. Я уже пробовал, но у меня столько времени нету, вот, и нет, я увидел комментарий, она как бы вот не дает расти. Вот, у меня просто нету возможности, если бы я жил бы с голубями, там, в своем доме держал, ну, к сожалению, вот, приехал, уехал, то работа, то еще что-то. По поводу лазиваль. Сейчас вот многие начинают пользоваться, те, кто, ребята, не прививают голубей. Я знаю, начинают вот в это время, уже, в принципе, надо было начало августа, многие начинают пропаивать лазивалем. Лазиваль это как бы, он... Вот хотел быстро сказать, иммуностимулятор, он не антибиотик, ничего, вот он чуть-чуть, может быть, поддерживает иммунную систему. Я не могу вот 100% сказать, но препарат, как бы, как многие говорят, это я не от себя там что-то выдумываю, очень хороший препарат. Насколько он поможет, и его не от оспы, как бы да, вот может быть и оспу, чтобы поддержать именно иммунитет у голубя, вот начинают с 1 августа им пропаивать. Смотрел до этого ролики, давно смотрел вот Наташи Борисовой, она снимала ролики, она по своей системе там 4 дня по 5 кубиков поет, потом 4 дня выходной, потом опять 4 дня. И каждые 4 дня по 0,5 кубика задает на литр, и так в течение месяца пропаивает. Они держат узбекскую птицу, вот, и как бы она хвалит.
Я пропаивал 4-5 дней 1 миллилитр на литр воды. И все, больше ничего не делал. Вот. И дальше как вот, не знаю. Водкой капать глаза. Водкой капать глаза. Вон Дашка моя пришла. Сейчас будет мне комментарии ваши помогать читать, если что не успеваю. Водкой капать глаза, оно не поможет. Не поможет. Водка ничем не поможет. Раньше, как и делал мой отец, никаких препаратов, кроме зеленки и тетрациклина, не было. Вот. Привет, Юрий, привет. И когда были проблемы с глазами, слоник, индийский чай продавался, и заваривал этот индийский чай, и вот просто брал ватку, вот, и ваткой протирал глаза. Вот именно заваркой, крепкой заваркой протирал глаза. Сейчас же на данный момент в аптеке, в человеческой, хороший есть препарат, который я забыл название. Как называть? Я вспомнил, хотел у Дашки спросить. Называется Мирамистин. Вот реклама есть, там этот орет человек и там брызгает. Вот, Мирамистин, очень хороший препарат. Если попадает, вот даже брызгаешь голуби в глаз, он не сожгет там слизистую, там ничего не сожгет. Берем ватный тампончик, брызгаем на него и обильно протираем глаз. Очень хорошо помогает, сжирает вот эти вот бациллы все, вот, и тоже вот глаз, как бы века начинает отходить, не так вот оно как бы, ну, опухоль уходит. Не знаю, насколько оно так сильно поможет, но еще раз повторюсь, что вот этот препарат для мастита, вот, именно коровам, он очень хорошо помогает. Но Мирамистин точно так же, когда у голубей насморк, хрипота, я им, к сожалению, сейчас уже нету, закончился, то ли племянница куда-то задевала, было там чуть-чуть, потерялся пузырек. В общем, точно так же вот я протираю нос, вот, и прям в горло брызгаю, и вот хрипота это тоже так же вот помогает, убивает ее. Но, опять же, хрипота не без доксициклина. Вот вчера писали и до этого спрашивали по поводу доксициклина. У нас он появился, ну, правда, ребята сейчас все раскупили. Был доксициклин в ветеринарном магазине в жидком виде, литровые, не знаю сколько стоит, но продавали на разлив шприцами, 1 миллилитр 4 рубля стоит. И потом был порошок, но, к сожалению, у нас его уже все выкупили. Это говорит о том, что у многих голубятников есть проблемы. Вот эта вот температура падает постоянно, то 34, то 23, то дождь поливает. С утра вроде 24 градуса и туман стоит летом. Это у нас очень влажно, 96% влажности. Голуби не очень любят влагу, поэтому как-то так. Вот такие вот дела. Так, здравствуйте, смотрю ваши ролики, привет из Казахстана. Привет, привет Казахстану, ребята, всем ребятам привет, добрый вечер всем. По поводу Казахстана тоже хотел сказать, по поводу бойных голубей. Есть очень много и очень много хороших голубей именно в Казахстане. Вот, и именно я не говорю там за бакинских голубей, но в Казахстане есть очень хорошие бойные голуби. Лохматые голуби, очень хорошие. Поэтому я считаю, что бойный голубь, в первую очередь, он должен хорошо себя показывать именно в качестве бойного голубя. То, что он может лететь, это уже, наверное, на втором плане. Хотя со мной многие не согласятся, наверное, многие сейчас предпочтение на длительный лет,
Но, к сожалению, еще раз повторюсь, все зависит от региона. Я посмотрел на ролике, видно, как голуби летят. Крыло большое, сам голубь большой. Вот, они практически парят. Там можно сказать, что они там лодку делают. Нет, они лодку не делают. Они как-то крыло своеобразно тянут из-за своей пропорции тела. То, что они большие. Вот. И они по ветру, они практически плывут. Да, там он пытается там выход столб, что-то сыграть, его ветром относит. И очень тяжело, наверное, снять. Я понимаю Германа, там, что тяжело снять там бой и что-то показать. Ну, как-то так. Хотя уже и шли разговоры, что там что-то замешано в голубях, не замешано. Я селекцией не занимался и не занимаюсь, и мне этого и не надо. Но мое такое мнение, что среди долголетов бакинская птица, ну, наверное, не на первом месте. Она и не может быть, наверное, на первом месте, потому что я смотрел ролики, я думаю, интернет доступен всем, и зарубежные каналы, где показывают пакистанских голубей и температуру воздуха сопоставимую с Баку, там и 43, и 46 градусов, и как вот люди точно так же 4 столбика вбитых, ковры натянуты, они ложатся с биноклями и наблюдают соревнования. И которые голуби летят там по 19, по 20 часов, голубь, вот она дорога, голубь садится, он не на ноги, он килем падает, вот так носом в землю упал, и встать не может, хвост у него наверху, голубь встать не может, они бегут, его поднимают. Голуби садятся на вольер, вольер весь в фонарях, весь в прожекторах, голубь падает, он ходить не может. Голуби летают по 19, по 21 час. Какой бакинец столько летает? Мое мнение, что пакистанцы, не то, что я не говорю там за Россию, есть, наверное, у людей очень хорошие результаты, и не хуже, наверное, чем в самом Пакистане или где-то вот, за границей. Но голуби довольно-таки очень сильный налет. Они не бойные, хотя есть пакистанцы, я видел у нас вот там кувыркаются, там кто-то что-то старается. Вот, и есть, наверное, среди пакистанцев, и можно сказать, назвать их бойные. Может быть, что-то уже, как говорят, наши умельцы что-то подмешали. Но именно пакистанская птица, вот, можно посмотреть, и в Индии очень их уважают. И не могу сказать, для чего они смотрят радужку постоянно. Вот, именно смотрят глаз, именно вот гортань у голубя смотрят. Это уже, наверное, тонкости. Ну, наверное, кто знает, напишите в комментариях. Вот, поэтому я не знаю. Я считаю, что там есть у нас же, конечно, и Будапешты, и Типлеры, летная птица, гривуны, которые неплохо летают. И именно они считаются высоколетные, долголетные голуби, но не бойные. А бойные голуби — это бакинские голуби. Не то, ну, я сейчас говорю за бакинских голубей. Я вот очень уважаю бакинских голубей. И всем голубятникам, вот сейчас 60 человек нас смотрят, ребята, всем привет от меня. Здоровья вам и всего хорошего. Никого не обижаю, я делюсь только своим мнением, высказываю свое мнение. И ни в коем случае там не принижаю, там очень большая работа сделана. И вот тот же Гейдар Бабаев, вот столько работы проделано, что я не знаю, всю жизнь мне бы не хватило. И у человека есть возможность, есть стремление к этому, есть помощники, и он этим занимается. Нравится человеку, он занимается. Нравится мазь, я посмотрел все ролики, все репортажи Германа посмотрел. Да, красивая птица, вот, ну, уже, здесь уже каждый выбирает сам для себя и для души выбирает.
Поэтому я же не могу сказать, вот, Саня, а что ты с этими павлинами возимся? Зачем тебе эти павлины, которые еле на крышу залетают? Ну, человеку уже нравится. Вот, и мне тоже на них интересно смотреть внизу. Если бы у меня был глухой забор, у меня бы по-любому бы пара-две павлинов были. Но если их сожрет кошка, я опять же разругаюсь с соседями, разругаюсь с сестрой, убью эту кошку или вывезу ее. И зачем мне вот это надо? Я за своих дикарей переживаю, но а вот чтобы она такую красоту павлина сожрала, я просто-напросто не хочу неприятностей ни для себя, ни для соседей. Добрый вечер, Сергей, добрый вечер. Привет, Тули, привет. Так что как-то так. По поводу, как часто я глистую птицу, не очень часто, не очень часто. Кстати, надо было глистовать, вот как все говорят, 1 августа надо готовиться. К чему мы готовимся? К парамиксовирусу. То есть туда дальше. Вот в августе месяце птицу все, ну как конец июля, начало августа, надо готовить к птицу вакцинации. Потому что туда дальше пойдут проблемы. Я не застрахован ни в коем случае. Сегодня вот меня нету, завтра приеду, там смотрю, может кто-нибудь и закрутит. Это бабка надвое сказала. Может да, может нет. От этого никто не застрахован. Даже те, которые птицу вакцинируют. Поэтому как-то так. Птицу, особенно препаратами, не глистовал, даю цветки пижмы. Препарат глистогонный, то есть стоит какие-то там 35-40 рублей в человеческой аптеке цветки пижмы. Завариваю вот эту вот большую пачку на 15 литров, чтобы на 2 голубятни. Ну, как сказать, вот как вот у меня кофе, как крепкий чай. Как крепкий чай завариваю. Голуби очень хорошо пьют. 2 дня подряд они у меня, кроме пижмы, ничего не видят. Вот. Не видел я глистов, пользовался, брал Ивермек Ор для орального применения. Не тот, который вот капается вот от всяких вот пироедов и все. Название Ивермек Ор приставка. Это для орального применения, для пропойки. Но как бы результата я не видел, там лазил по своей голубятне, я не нашел там никаких глистов, ничего не было. Может быть, так смотрел, вот слепой я вот с этими очками, вот очень сложно мне именно в помете лазить-то я смогу, а вот снимать, для меня съемка это очень сложно, особенно голубей в небе снимать, мне приходится смотреть в телефон и смотреть глазами из-под очков, надо выглядывать, смотреть за голубями, и очень тяжело. Поэтому я и выделил вот голубятников, которые вот блогеров, которые хорошо снимают голубей. Ну, а некоторые не очень хорошо. Вот я бы хотел сказать вот Петровичу, я, наверное, не договорил, вот хотя бы чуть-чуть приостанавливаться около клетки и, может быть, там в настройках телефона включить стабилизацию или купить вот тот же стедикам, вот, не знаю. Очень много хороших голубей, но очень не очень качественно. Невозможно рассмотреть голубей. Вот я когда хожу снимаю, я снимаю вот, ну, я понимаю, что я снимаю для зрителей, а не для себя. Сам я и глазами смотрю. И я постоянно на голубей на рынке смотрю через монитор телефона. Что я снимаю, что я показываю. Показываю край клетки или показываю голубей. Вот насколько это возможно. Вот. Плюс, ну, качество съемки. Снимаю сейчас на данный момент все ролики в 4К разрешении. Ну, 60 кадров не ставлю. Ставлю 30 кадров в секунду. Ну, я сам посмотрел и на телефоне, и на компьютере, на телевизоре. Ну, довольно-таки приемлемое качество. Оно лучше даже, чем HD качество 1080 на 1920. Даже лучше. Вот, стараюсь, ну, чтобы более смотрибельно было. Вот.
Ну и все, это не претензия, это мой вам совет любому, кто снимает голубей. До этого человек спрашивал, вот куплю себе, эм, забыл, фотоаппарат, простой фотоаппарат какой-то там за 7 тысяч на Авито, вот для съемки голубей. Я не знаю насчет фотоаппарата, никогда не пользовался. На данный момент сейчас очень много есть телефонов, которые очень хорошо снимают и в 4К, и вот я могу и в 8К снимать, у меня телефон снимает, но, к сожалению, не каждый сможет такое качество изображения посмотреть. Вот, у меня и телевизор такое не поддерживает дома, чтобы посмотреть, или там игровая приставка. И видео 5-минутное, я не знаю, сколько будет гигабайт весить, и чтобы его загрузить, это очень, очень долго. Ну, мы, наверное, к этому не пришли еще, по крайней мере, в России еще нет такого стабильного интернета и всего остального, чтобы пользоваться таким разрешением. Так что как-то так. А по поводу рынка, так, так, по поводу без обид ко всем. Это ты и мир увлечен качеством. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, спасибо большое, спасибо. Я просто стараюсь, вот, как бы, когда я же смотрю ролики, не только свои ролики не просматриваю, потому что я их уже дома при монтаже, я вот монтирую, вот что-то там посмотрел и все. Отдельно свои ролики я не смотрю, но смотрю другие обзоры, и из этих обзоров я замечаю ошибки, которые и сам, наверное, я и делаю. И люди вправе поправить, вот, и что-то сказать. Вы же сами слышали, вот там вот ходишь, то не спросил, это не спросил, вот, а почему ты прошел мимо козы, а почему ты домашние яйца не спросил, почем стоит. Я вот кое-что забываю, где-то вот отвлекут, и я стараюсь, вот, и э, как бы смотрю, ну, как говорится, надо учиться на чужих ошибках. Вот я смотрю чужие ролики, вот, и смотрю, вот, как я могу и как люди могут, вот. Это не зависит от качества съемки, там, лучше у кого-то хуже телефон, у кого-то там камера или что-то другое, это все понятно, но сам процесс, я имею в виду сам процесс показа голубей на рынке. Вот, телефоны, вот, да, бывают мне люди тут, что ты там показываешь, кишмиш там набитый, винегрет, и ты там ходишь. Я стараюсь все пройти, все, что есть. Есть там заморыш вот сидит, вот там, приболел, дышит, вот, еле-еле. Ну и он в кадр попадает. Что делать? То если у человека, может быть, совести нет, он и вынес его на рынок. Ну как можно больного голубя вынести на продажу? Он думает, что дурака на рынке найти, вот кто-то его и купит. Ну, наверное, это с одной стороны и неправильно. И сейчас вот на данный момент на рынке, вот я же вижу плохо, но слышу хорошо. На рынке, ребята, сейчас в основном такие разговоры. Вот не то, что вот я там вчера там погнал. Вот в то воскресенье я продал, а в это воскресенье всего вот так вот забрали. А вот это все у нас, к сожалению, я продал столько, я продал это. Там уже не идет разговор, вот вчера гонял, вот столько летало, позавчера вот Сапсан забрал того, Сапсан забрал этого. Такого разговора уже практически на рынке нету. Разговоры идут только вот куда бы сбагрить и кому бы сбагрить. Ну вот такие вот. Ну, я не знаю. Вы там можете со мной не согласиться. Ну, поставьте вот, я не знаю, единичку вместо какого-то сообщения, кто со мной согласен. Поставьте единичку в чат,
Чтобы много не писать, я думаю, это много времени не займет. Кто со мной согласен. Просто единичку в чат поставьте. Так что я не знаю, ребята. Тут у каждого, наверное, свое. Вот. Кому-то, конечно, надо и продать. Я тут и приблизительно тоже вот на бумажке вот посчитал. Посчитал я на бумажке по поводу и разговоров, и всего остального. Я понимаю, что и корма дорогие, и вот сам в воскресенье ездил, вот взял себе чуть-чуть ячменя, потому что на данный момент старой пшеницы уже прошлогодней уже очень мало. В основном сейчас уже идет уборка, и есть возможность купить неплохую молодую пшеницу. Молодую пшеницу, но, к сожалению, голуби могут запоносить от молодой пшеницы. И вот я поехал и купил себе 2 мешка ячменя. Яровый ячмень купил, более такой он, без усиков. Вот, и уже 30% добавляю ячменя в зерносмесь. Вот, и чтобы голуби как бы не запоносили. Есть еще остатки у меня, ну, более полтора мешка есть у меня старой пшеницы, есть 3 мешка свежей и 2 мешка вот. И я уже делаю зерносмесь. И к чему говорю, вот сейчас на данный момент зерносмесь, она как бы нужна, вот, голуби в линьке, чтобы как бы голуби больше перелиняли, 2 раза в неделю, ну, в основном, пускай будет по неделе, я не слежу там 100% строго, 2 раза в неделю я зерносмесь смазываю, обливаю рыбьим жиром, и в ветеринарных магазинах продается кормовая сера. И ну вот у меня ведро 20-литровое, наверное. Ну да, 20-литровое ведро, оно 25 литров. Чуть-чуть не добавляю. У меня миксера нету, чтобы перемешивать зерносмесь. Я ее делаю. Вот. И добавляю полторы столовых ложки. Ну, чуть-чуть небольшая горка. Вот. 1,5 столовых ложки на 20 литров зерносмеси я добавляю кормовой серы. 2 раза в неделю добавляю, потому что сейчас голуби линяют, а помимо минералки, то что она есть у меня покупная, правда, вот, вот на данный момент рыбий жир, и чтобы вот кормовая сера прилипла именно к зерносмеси, вот добавляю и кормлю. Это, я думаю, это только один плюс. Рыбий жир, это омега-3, который голубь не найдет ни в одном зерне, плюс сама кормовая сера, которая прилипла к зерносмеси. Я думаю, чем богаче она, тем и лучше. А так вот, уже тоже вчера на работе сидел, читал, вот считал, ролики смотрел, в общем, и цены складывают на голубей, не знаю по каким критериям, но я, если честно, не знаю. Один голубь, я вот так приблизительно посчитал, один голубь кушает для хорошего питания 25-30 грамм в день. Он кушает, должен кушать. Это не в убой, а вот так вот 25-30 грамм. Это получается 900 грамм, пускай будет килограмм на одного голубя в месяц. Добрый вечер, ребята, добрый. Килограмм на голубя в месяц. Это хорошие зерносмеси. Хорошие зерносмеси. И как по нашим ценам у нас пшеница 130 рублей, ячмень 120 рублей, семечка 200 рублей, горох 250, проса 250, рапс 250, софлор 250, кукуруза 200 рублей, сорго 250. И вот если мы хорошую зерносмесь сделаем, вот из этих всех ингредиентов получается 1700 рублей. 1700 рублей можно прокормить в месяц 60 голубей, приблизительно 50-60 голубей прокормить. Ну и также их не гонять, это тоже не знаю. Там тоже вот
опять же, сейчас глоток кофе сделаем. Одну фразу я услышал вот из роликов Германа. Я там не говорю про возраст голубятника или еще что-то, вот, как сказать, хороший голубятник, ну, типа такого, хороший голубятник, это тот голубятник, у которого голуби там по 10 лет, по 12 живут в голубятне. Ну, чуть-чуть, наверное, это ко мне не относится. Пускай я буду, наверное, плохой голубятник. В первую очередь я люблю голубей гонять. Я понимаю, что хороший голубятник, если у него голубь смог дожить до 10 лет, это честь и хвала этому голубятнику, что он мог сохранить его при данной, как сказать, обстановке вот этой вот всяких болезней, и чтобы вот это, чтобы зараза не прицепилась, чтобы голубь прожил 10 лет, это надо постараться. Но посмотреть с другой стороны, у меня, да, там есть вот небольшой маточник, который там сидят штук 20 голубей. Там у меня голуби, слава богу, очень редко там за год, ну, потери бывают там, ну, могут быть по птенцам кое-что, вот, из взрослых особей потери могут быть, вот, ну, из 21. 1-2 это максимум, это за год. В основном там все хорошо, потому что малое количество голубей, и будка позволяет. Много гнезд, голубей мало, никто никого не бьет, никто никого там не топчет, так как сами видите, что творится в моей нижней голубятне. Это можно назвать бардаком. Я к критике нормально отношусь, поэтому как оно есть, так я вам и говорю. Если у меня в нижней голубятне бардак, то в верхней у меня там все хорошо. У меня там есть желтые, есть белые, есть желтые двухчубые пара, и все у них там хорошо. И в плане здоровья, и в плане детей все хорошо. А вот в нижней голубятне там не всегда все хорошо. И по поводу, сколько там голубь сможет прожить, да, он может прожить там и больше, но по моей нижней голубятне я вот в этом году, как сказать, просрал. Чисто русским языком могу сказать, что самого хорошего голубя, долголета, который отлетал 7 часов 40 минут, с хорошей игрой, кстати, с хорошей винтовой игрой, он играл редко, но очень хорошо, с выходом в столб. Вот, я его еще в каком-то ролике показывал, я говорю, вот этот негодяй доигрался, вот я его отвезу в командировку. Этот голубь с игрой сел на соседский дом, туда, за голубятню, потом сорвался у меня ближе часам к 11, уже, наверное, градусов, наверное, 35 было жары, он просто-напросто покрылся и все. И голубь больше не сел. Не могу сказать, что этот голубь заблудился или потерялся. В одном из роликов я его периодически заносил в командировку. Этот голубь, то, что он у меня хорошо летал и играл, он зимой я его не гонял, 2 зимы, остальное время он всегда летал. Зимой просто я хотел его сохранить. Остальное время, летом, вот весна-лето, вот до поздней осени голубь летал. И вот на данный момент он сейчас не сел. В одном ролике, вот и в командировку, я просто его, вот в попыхах я собирал его, и я его тоже закинул, резаного. И люди видели, там я показывал, как этот голубь над землей полетел, еле-еле, он не упал, вот он резанный домой прилетел, в 3 пера маховых или в 2 пера,
Вот, и этот голубь прилетел домой. И я не могу сказать, что вот он, когда покрылся и куда-то пропал, это только Сапсан его наказал. Больше он никуда не мог деться. Никуда этот голубь, он у меня жил 4-й год, он деться никуда не мог. Поэтому долголеты у меня не живут. И то, что, как сказать, у хорошего голубятника голуби живут 10 и больше лет, ну, если им позволят. Я вот так вот могу сказать. Если им позволят в небе, то тогда они живут 10 лет и могут больше. Там уже все зависит уже от хозяина. От присмотра за голубями, от манеры содержания, от кормов и всего остального. Вот это уже от этого и зависит. От содержания голубей. То есть от голубятника. Если вы гоняете голубей и гоняете круглый год, ну извините меня, там уже от вас мало что зависит. Мне человек написал, почему ты обманываешь, почему ты завез меньше голубей, а не 100 голубей. Я в начале ролика сказал, если я перепутал, что-то ошибся, и собирали мы голубей троем, вот, еще 2 человека там были, Аслан и Томик, вот, там плюс-минус было 2 голубя. Пускай будет 98, или может быть 102, или 101. Я написал в комментариях, если есть возможность, я могу, сам клетку принесу в голубятню, только сами поймайте, я вам помогу ее в мою же машину загрузить. И мы поедем даже не на 2 километра, как мне пишут, Юра только на 2 завозит. Мы поедем и на 4, мы поедем и на 6 километров. И сами выпускайте, сами смотрите. Я ничего не стесняюсь, но и голубей запускать чуть-чуть подальше, но это не спортивная птица. Мне хватает их, чтобы они знали поселок. Потому что долететь до моего дома надо еще 10 голубятников перелететь. Позавчера прилетел, или когда прилетел, или вчера прилетел, сизый молодой, темный прилетел. Где-то 7 дней он где-то был. Где этот голубь был? Через 5 дней еще один прилетел, сестра запускала. Я не знаю. Может быть, он дурак, у кого-то сидел. Я знаю, что один голубь у человека сидел, вот, пожил, видимо, погостил пару-тройку дней сизы и прилетел домой. Ну и молодец, прилетел. А с другой стороны, не надо было садиться. Так что здесь уже я не то, чтобы мои голуби должны там 10 километров или сколько-то там расстояние брать. Они должны свой поселок знать, когда их в ноябре-декабре уже раздолбает хищник, и они просто-напросто потеряются. Мне жалко тех, которые теряются, голуби. Жалко, конечно, когда он заберет кого-то, Сапсан, а когда он, придурок, полетел и просто потерялся, вот у него мозги чуть-чуть вот свернулись, он как баран глаза вылупил и полетел, куда глаза глядят, а обратно дорогу найти не может. Он где-то прибился там, сел и все, или к чужому голубятнику сел, и на этом все. Твой голубь закончился. Я понимаю, у нас нету ветра там, как в Баку, я не знаю там, как говорят, там глазастые голуби, не глазастые. Но там, к сожалению, там не гоняют зимой голубей. Точно так же, как и я не могу сейчас сказать там за город Баку. Там ветра, там все остальное, там что-то там, климат чуть-чуть другой, там море рядом и постоянный ветер. Ну, к сожалению, и у нас на Кавказе тоже мало голубей гоняют. Хотя Кавказ позволяет гонять голубей круглый год. Я понимаю, что хищника здесь больше, чем нужно именно на Кавказе. Но, к сожалению, голубей ребята не гоняют. Не знаю почему. У нас нету 40-градусных морозов. Они очень хорошо они себя чувствуют зимой. Вот 5-9 градусов мороза. Очень хорошо голуби летят. Они даже летят лучше, чем летом летят. Намного лучше летят они зимой.
Вы просто не гоняете, вы просто боитесь потерять. А я в клетку сажаю все, что мне под руки попадется. У некоторых вот то, что у меня в этой клетке едет в командировку, некоторые сажают их на племя и, ну, я везу, вот если он с мозгами голубь, он должен этот, и у меня есть там что-то на племени есть, а ну этот потерялся. Я, конечно, могу за него там попросить 1000 рублей или там 500 рублей. Ну, прежде чем что-то вывести его на рынок или кому-то отдать, он должен полететь и, в общем, свой дом найти. Так что как-то так. Для меня, я могу сказать, для меня самое главное, что чтобы голубь был умный. Потом уже у него, я же держу бойную птицу, вот. Надо, чтобы он чуть-чуть лучше играл. У меня проблема с забивными голубями. Это жесткий брак. Я понимаю, что это жесткий брак. У меня есть проблема с забивными голубями. Вот, стараюсь там перепаровать что-то, где-то пересидел, где-то что-то я неправильно, плюс ну, по работе не систематически гоняю неправильно голубей. Я же это все признаю. Мне пишут, почему такла летает с бакинцами. Ну, потому что у меня нету времени. Мне тяжело поймать голубей в этой голубятне 5×3 и 2 метра высота. Вот они там летают, как на полигоне. Я бегаю с этим сачком, уже второй садок этот поломал. И тяжело их ловить, голубей. Но все-таки я стараюсь иногда вот в командировку все. А так вы сами видите, у меня вон наконечник от бамбуковой удочки. Я выгоняю всех и гоню всех. Кто может лететь, тот может. Кто не может, тот потерялся там. И малыши иной раз теряются, которые первый раз залетели на голубятню. Вот я вот так вот поднял. Вот у меня на это время есть. Но гонять вот там таклу отдельно. И такла у меня, я смотрел вот ролики в Турции. Правильно гонять, 1-2 штуки вот гоняют. Такла себя показывает очень даже хорошо. Вот и вот эти вот посадки и все остальное, вот как и положено для таклы. Но у меня такла вот летает с бакинцами. Но, по крайней мере, в Турции, чтобы такла играла на средней высоте, я ни в одном ролике не видел. Но моя такла, к сожалению, неправильная. Из-за моих бакинцев у меня такла играет на любой высоте. Потому что вот один дурачок вот из голоногих там выскочил что-то, и этот ему не уступит. И это тоже начинает точно там же начинает играть. Кто не верит, я приглашаю, вот погоню и посмотрите, что такла делает не на посадках, а там наверху. Не все, но есть 3-4 голубя, которые очень хорошо играют на приличной высоте, на средней высоте играют. Иной раз и с этими придурками там могут уйти и просто-напросто в голубом небе исчезнуть, и все. Так что, может, оно, в принципе, и неправильно, с одной стороны. Так что, так, отвечу я на ваши комментарии. А в воду каждый день что-то добавляете? В воду каждый день. В воду... Нет, ребята, не каждый день в воду стараюсь что-то добавлять. Вот сейчас вот на данный момент вот надо бы купить, завтра куплю йодинол, потому что у нас сейчас очень сильно дожди пошли. Вот. Вроде бы сейчас вот и солнышко, но может через там час пойти. Вот. Ночью 100% будет опять ливень. Вот, сыро и влажно. Вот, я хочу вот хотя бы 2-3 дня йодинолом пропоить. Вот, до этого была жаркая погода. Я давал, как сказать, забыл, хотел быстро сказать, молочную кислоту. Потому что
очень жарко на улице, за 30 температура, вода быстро может портиться, может кто-то там, вот именно это как бы, может быть, профилактика кокцидиоза, чтобы молодняк там не зачах. Вот подкислитель можно, в принципе, любой, можно и яблочный уксус, особенно если он есть у вас, кто делает сам домашний, это самое лучшее, вот. Ну, а так вот, кто-то вот, наши местные вот ребята, кто-то вот взял этот чеснок, там пару головок на 3-литровый баллон раздавил, баллон помешал, перевернул, и все, голуби пьют, и чеснок пьют. Тут тоже своеобразный витамин. Чеснок это природный антибиотик, хуже от него никак не станет. Вот. А так вот лекарства не даю, лекарства никакие не даю. До этого, как говорил, вот у меня когда захрюкали голуби, давал доксициклин. 3 дня подряд они пили доксициклин. Сейчас на данный момент нет. Вот как после рынка, как и говорил, купил домой мед, а с дома забрал старый, вот ну, на мою банду на 2 дня хватило. 2 дня подряд они пили мед. Вот, ну, как сказать, 1 столовую ложку без горки, вот, мед размешиваю, не кипятком, комнатной температуры вода просто долго помешал, потому что все равно термообработка, она ни к чему хорошему не приведет. Чтобы быстрее растворить мед, лучше не надо. Лучше чуть-чуть подождать, вот, размешать в теплой комнатной воде, вот, мед. Очень сладкую воду они не пьют и быстрее пропадет, закиснет в поилке. Но вот столовая ложка без горки меда, она вот как бы не чувствуется, но в любом случае все витамины плюс глюкоза, которая находится, она полезна. Она как вот даже в каких-то заграничных роликах вот по спортивному голубеводству перед соревнованиями люди пропаивают голубей медом. Он как допинг своеобразный. Так что так. Что помогает от насморка? Что помогает от насморка? Ну, я уже отвечал, и вот можно, я же сказал, вот мироместин, вот можно и брызгать вот и в горло, и промывать вот нос мироместином. Ну, некоторые пользуются тилозином. У меня, я пользуюсь препаратами Орнифарм. И есть дозировка, там 1 таблеточка на 1 голубя. Называется Респивет 2 в 1. Вот когда голубь захрипел, хрипота, насморк, вот. Основа этой таблетки, вот, ничего там выдумывать не надо, там уже дозировка. 1 таблетка на 1 голубя. Когда у меня голубь захрипел или засопливил, вот, 1 таблетка, 3 дня и все проходит. На флаконе написано, из чего состоит таблетка. Это доксициклин и тилозин. Не знаю, сколько там пропорция в граммах, это у меня сейчас нету самого пузырька. Я вам показывал его, когда был около голубятни. Вот. Доксициклин и тилозин. Именно состав этой таблетки. Вот. Все, что прочищает вот носоглотку, вот, хрипоту и сопли. Доксициклин и тилозин. Еще вопрос. Скажи, пожалуйста, чем можно привиться обсанок? Замучили, не дают голубям житья. А сейчас с выводком прилетают, чем мазать голубей. По поводу этого я сейчас не могу как бы особо распространяться. Да, люди борются все по-своему. Да, я могу сказать, что есть там какой-то препараты, есть. И все голубятники знают, там многие там что-то скрывают, не скрывают. Есть фурадан, который очень тяжело найти. И до этого мне ребята писали, вот с чем брызгают яблоки, виноград, вот что-то такое вот. Я не могу точно сказать, называют русский фурадан. Никогда не пользовался, я не знаю, что такое. Фурадан я знаю, что такое, и пользовался. Я когда-то пользовался. Просто тяжко его найти, ну и как бы
проблематично. И тем более, когда такой табун голубей, как у меня, могут быть проблемы в голубятне. Это надо аккуратно. Тот голубь, который уже приготовлен, он не должен находиться в такой голубятне, где там сотни голубей, потому что это чревато, что погибнет кто-то другой. Есть еще, да, что? Иранские голуби вам не встречаются? Если есть, то в какой области? Я не знаю, ребята, по поводу иранских голубей я ничего не могу сказать. Одни говорят на одних голубей, что это иранские, другие на других. Ничего не могу сказать. Последнее время на тех голубей, которые в Краснодарском крае продавали, вот этих большие, как я их называю, журавли, вот, то их бакинцы называют, то их иранцы называют, вот, большие вот эти вот длинноносые. Откуда эта порода, с Ирана, она не с Ирана, я не могу сказать, насколько они хорошие. Они большие, крупные. У меня были тоже много брака. Некоторые просто летают, ничего не делают. Некоторые в забой идут. И у меня не было таких голубей, которые именно с выходом в столб тянули столб, играли. Именно подтяжка, очень, очень сильная игра, чуть ли и крылья в кровь разбивали. Сапсан пожрал таких голубей у меня. И тетеревятник то же самое. Вот. Не знаю, надо как бы подбирать. Не могу сказать по поводу иранских голубей. Есть еще что-то? Почему у меня умирают маленькие? Умирает маленький. Не знаю, голубь мне. Там при последней. Не знаю, малыши почему умирают. Тут может много быть причин. Много может быть причин, почему умирают пискунята. Я, к сожалению, не специалист в этой теме. Все зависит от родителей в первую очередь. То есть кормящая пара, смотря какой пискуненок. Если пискунята, которые сидят еще в гнезде, не вылазили никуда со своего гнезда, если они там умирают, то это уже иммунитет родителей. То есть они передают. Или они же плохо кормят. В основном, как у нас бывает, есть голубь-негодяй. Вроде бы и птенцы маленькие, начинает голубку гонять на яйца. В это время на вторичную гонку он бросает детей, очень плохо их кормит, и надо присматривать. Есть более-менее, как и у людей, есть разные люди и есть разные голуби. Вот. Поэтому в момент тогда, когда голубь гонит голубку на яйца, на повторно, вот, тогда надо присматривать, может быть, самому подкармливать. Если же голубь не гоняет голубку на яйца, но и голубка вот и кормит, и голубь кормит, но значит надо что-то посмотреть с кормом. Может быть, корм плохой. Вот. Голубь свой иммунитет отдает, он же как, они срыгивают. Вот, все идет от иммунитет, передается заведомо от папы с мамой. Вот. Изначально он идет от зобного молочка родителей. Вот, а потом уже с возрастом начинает тенец расти, уже корм уже более другой. Вот, они кормят. И, наверное, это, не знаю, не может быть, например, от общей микрофлоры. Если, например, одни растут, другие умирают, это не общая микрофлора голубятни. Если они подыхают, значит они во всей голубятне птенцы не выживают. Поэтому я не могу сказать. Еще такое может быть, когда я не буду внедряться в эту тему по поводу имбридинга. Я держал монахов, вот пытался что-то из них добиться, вот с человеком забрал их себе, близкие крови. Растет пискуненок, вот такой уже в колодках жирный, и потом умирает. Не всегда имбридинг подходит. Нельзя паровать одногнездок брата и сестру. Может, да, может быть он выживет,
может быть, он не выживет. Насколько у него будет мозги работать, это уже, вот люди любят там закреплять кровь, работать с инбридингом. Я, к сожалению, далек от этого, но знаю, что близкокровные, как бы вот эти вот инбридинг, птенцы не очень хорошие. Даша, отвечай на комментарии, пиши тоже. Так что вот такие дела. Не могу сказать. Вот здесь, наверное, более конкретно может человек, который с образованием что-то вот рассказать. Если когда птенец уже спрыгнул с гнезда и побежал по голубятне, там подобрал. В основном вот птенцы, вот там трихомонос, кокцидиоз, вот во рту начинается вот желтизна появляться, вот пескуненок начинает сохнуть, это вот уже вот начинается вот как бы кокцидиоз. Некоторые профилактируют, вот когда большой падеж в голубятне. Некоторые, я тоже раньше пользовался, вот не раньше, в этом году, наверное, апрель месяц, был падеж голубят, ну, не так сказать, чтобы массово, но был. И что могу сказать? Ампролиум. Птенцы вот как бы не росли. Они толком и не умирали в гнездах, но и не росли. Вот пропоил их ампролиум. Можно пропоить ампролиум от кокцидиоза или байтрил. Вот. Всегда, как объясняют, резистенция, это по-медицински, вот, чтобы голуби к одному препарату не привыкали, вот, если вы вот в апреле там пропоили, сделали там ампролиум, они у вас попили, то уже там в сентябре или когда-то попозже уже можно и байтрил пропоить, не обязательно ампролиум, хотя промежуток времени большой. Многие пользуются по сей день вот и метронидозолом, и тетрациклин, никто его не отменял. Я знаю вот многих голубятников, которые просто не то, что они в состоянии, негде купить вот такой вот там какой-то препарат, там макродокс. Где он его возьмет? Ну нету, а ветеринарная аптека за 100 километров, а в той аптеке приехал, а его там нету. Ну вот, тот же доксициклин не во всех аптеках сейчас тоже есть. Ну и все как бы сложно. Так что, ладно, ребята, наверное, будем заканчивать. Я уже наболтал тут 1,5 часа с вами, даже больше. Вот, еще раз повторюсь, это сугубо мое личное мнение. Надо голубей гонять. Кто смотрит голубей, кто смотрит ролик, посмотрел, всем большое спасибо. И особенно блогерам и моя просьба, снимайте, пожалуйста, больше голубей в небе. На земле это хорошо, особенно Краснодарский край. Хотелось бы посмотреть вот и краснодарских голубей хотелось бы посмотреть. К сожалению, мне далековато, 500 километров ехать, это очень накладно и по деньгам, и вот, ну, у кого есть возможность, покажите, пожалуйста, вот и ваших голубей. И артамоны есть, и плечистые есть, и все остальное. Вот, очень много голубей, вот, то, что можно показать, поэтому надеюсь, что у вас получится показать гон голубей. Ну и всем остальным. Всем удачи, ребята. Спасибо большое, кто досмотрел до конца. Кому понравилась моя болтовня, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Ну а кому не понравилось, напишите, скажите: Юра, ты негодяй, поставьте палец вниз. Еще раз спасибо всем. Всем удачи. Всем пока.